Так, друзья, уже утро настало. Закончили погрузку вот в таком месте. Логистический комплекс Внуково. Внуково 2, по-моему. Так он называется. Грузили всю ночь. Всю ночь машину калашматили. Влево-вправо, стуки. А загрузили трубой канализационной, пластиковой. Вес груза всего 9 тонн. Идем налегке. Груз объемный, битком, 110 кубов, машина полная. Грузили навалом, штучно, каждую трубу по отдельности заносили и укладывали. Вот так вот, друзья. Поэтому и так долго. Ну и не спешили они, наверное. Встал я на погрузку около 11 вечера. И вот меня загрузили в 9:45 утра. Отдали документ. Все, ребята, выезжаем теперь. Выезжаем на трассу М1 и едем в сторону Беларуси. Так, какой шлагбаум, ребята? Левый, правый, левый. На какой поедем? А, тут один перекрыли ход. Оставили один выезд. Субботняя утречка как начинается, да? Ну как начинается уже время-то? Ближе к обеду. Из Москвы все выезжают. Ну не все, но много. Смотрите, поток какой идет. Кто-то на бесплатном право, кто-то налево, на платный участок. У меня на бесплатный нельзя, ребята, там ограничение. С 10 утра до 10 вечера нельзя ехать грузовикам. Поэтому только по платной. Сделали этот платный участок добровольно-принудительным для грузовиков. Легковой сюда залез. Сейчас еще платить наличкой будет, наверное. Ой, точно. Чунга-чанга. Ой-ой-ой-ой-ой. Я лучше здесь подожду. Он там очухается. Часа будет складываться кошелек. Друзья, подъезжаем к границе между Россией и Беларусью. Машин немного сегодня. Смотрим, сколько их там. Штук 6, наверное. Сейчас в течение минут 20 пройдем. Неинтересные мы ему оказались. Все, ребята. Российская сторона пройдена в очередной раз. В какой, не помню. За столько лет уже и не сосчитать. Сколько тут? Страховочки справа, обмен валют, сим-карты. О, коллега наш едет с компанией. Что, друзья, ехал я и приехал. Но еще не до конца, конечно. Остановился, сходил, сейчас поужинал. Я вам это кафе уже в одном из видео показывал. Сейчас не стал с собой камеру брать, там людей немало сидит. Все вечером на стоянку заезжают. Это трасса М1. Вот оттуда машины едут. Это со стороны Москвы и туда направление в Минск, Брест. Там овчарка, видите, сидит возле будки. Не знаю, навряд ли вам видно, и камера это не имеет функции приближения, удаления. Тут банька есть, беседки есть.
Вот само кафе, 448 километр. Да, когда-то здесь был просто железнодорожный пассажирский вагончик. Вот теперь вот во что превратилось. Хорошая стоянка, кормят вкусно здесь и порции большие. Я заехал на кольцевую Минска. Минская кольцевая автодорога. Уже вроде бы как потемнело, но фонари пока не включают освещение. Едем вот в таких условиях. Вот она, в принципе, вот вся такая, 3 полосы в каждую из сторон. На стекле живности, конечно. Машин мало. Ну и время сейчас 10 часов вечера. Так, 2 суток, ребята, меня тут мурыжили. Представляете, обалдеть можно. Так, сейчас пойду документы отмечу, заберу. И будем выезжать. Хорошо по МКАДу едешь. Свободное движение, можно сказать. Движемся с максимально разрешенной скоростью. Только вот на съездах с МКАДа кое-где надо притормаживать, потому что машины там уже начинают съезжать кому куда надо, скорость замедляется. Так, идем хорошо. Вот он, городок. Да, к сожалению, центр я его вам не покажу, но хоть как-то будете иметь представление, как он выглядит на его объездной дороге. Зеленый город, симпатичный, красивый. Съезжаем, друзья, все, сюда сворачиваем. Видите, как чистенько, аккуратненько везде, все вообще обалденно. Приключения продолжаются. У меня, смотрите, как ведущая ось ушла вовнутрь. Это ушла, а с той стороны вылезла. Короче, не доехал я до базы. Вот, видите, как вылезло колесо. Гуляет мост влево-вправо, лопнула рогатка, там сверху такая есть, но я сейчас под машину не полезу. Если только переодеться, сейчас, может быть, переоденусь вам. Ребята, покажу, что там произошло. Прямо на трассе пришлось остановиться. Хорошо, что вообще подушки не постреляли. Целые остались. Так, сейчас поставим знак аварийной остановки. Тут полоса разгона, а тут полоса торможения начинается, съезда. Смотрю, дым как лупанул.
А дым пошел. Сейчас я вам покажу из-за чего. Сейчас я собираюсь под машину залезть. Фонарик включу, ребят, чтобы вам видно было. Так, смотрите. Видите, как стружку накосило. Вот, из-за того, что колесо начало тереться об болты на раме. Видите, тут все резиной закидало. Вон оно соприкасается от крепления, вернее, от этого амортизатора. Обломало. Так неудобно. Вот. Обломала. И она вылетела, и все, и мост начал гулять. Задняя подушка почти на пределе. На выстрел. И это тоже на бикрень. Тут опасно, конечно, находиться нежелательно. Вот такие вот дела, друзья. Что поделать? Ничего. Можно было бы, конечно, ее заменить, но в таких условиях, как я ее поменяю, тут я ничего не смогу сам сделать. Мост надо выставлять, поднимать машину. Так что завтра приедет Чип и Дейл. Спасатели завтра приедут. Все, вылажу назад. Ну и машину начала вот так вот водить по дороге. Я, блин, в зеркало увидел, нифига себе сюрпризы. Я поначалу думаю, у меня сейчас ступица с полуосью вылетит, когда я его увидел с одной стороны. Потом смотрю, правая сторона выходит, думаю, ну значит что-то там, скорее всего, с этой рогаткой, блин. Ну, так оно и получилось. Да, вот это вот тик-так ночью, конечно, меня, наверное, замучит. Хотя, может, знаете, как этот метроном работает, тык-тык-тык-тык, так под него лучше засыпать будет. Я думаю, ребята, пойти жилетку еще повешу на этот, на прицеп, чтобы ветром будет колыхать. Она же тут светоотражающие ленты на ней тоже есть. Ну вот, и хоть как-то будет внимание к себе привлекать. Мало того, что знак, еще я тут повешу жилетку на всякий случай. Пусть будет. Что вдруг кто-то не особо заметит мой значок, тот, что я выставил. Повесим ее на вот этот верхний болтик, вот так вот. Вот тыкс, и она все уже никуда не денется. Вот так будет висеть. Я ее еще за вот этот ремешок так продену чуток. И все, и красота. А этот хвостик мы сделаем. Как мы его сделаем? Мы его засунем вот сюда. За знак. За табличку тир. И все, и пускай она вот так вот играет на ветру. И тем самым вот эти полосочки будут блестеть. Все, друзья. Приехали. Отдых начался раньше запланированного времени. Сейчас будем отдыхать. Колесо ушло, обалдеть можно. Это же надо. Первый раз у меня, ребята, за мою карьеру в этом бизнесе такая поломка. Еще ни разу эта рогатка не лопалась у меня, не выходила из строя. Что делать, друзья, что делать? Ну что делать? Отдыхать, наверное. Буду вам ролик делать. Что делать? Сейчас вам покажу место, где я сломался. Вот. Видите, не доезжая до места. В районе города Барановичи. А вот отсюда я сегодня выехал с Минска. Сколько я тут проехал? Чикс, ровно посередине пути. Бац, и приплыли. Все, на сегодня, пожалуй, все. Ребята, спасибо, что меня смотрите. Новые подписчики добавляются. Спасибо, ребята, за подписки. Что я могу сказать? Приятно, да, что канал развивается, растет. Больше обсуждений в канале появляется. У меня ролики такие общительные в плане сообщений под каждым роликом. Это когда я еду в Казахстан. Там столько земляков у меня, зрителей столько. У меня подписчиков 65% на канале с Казахстана. Так что вам, ребята, спасибо, поддерживайте меня.
мои земляки меня поддерживают. Ну и остальным тоже, ребят, спасибо большое, что подписываетесь на канал, что со мной отправляетесь в очередные путешествия каждый раз. И каждый раз у меня кто-то новый со мной с этих путешествий возвращается. Ну, друзья, сотрудники дорожной полиции приехали, интересуются, что случилось, что стоишь. Видите, как оперативно тут работает в Беларуси. Мимо не проезжают, сразу чикс и все. Объяснил ситуацию, пошел, показал. Так, друзья, продолжаю тут пытаться что-то сделать. О, знак мой сдуло уже. Вот моя проволока и пригодилась. Помните, я под Алматой подобрал проволочку. Сейчас полезу под машину, покажу для чего. Ну, друзья, путем манипуляций мне удалось почти на место поставить эту серьгу, ну, сержанта этого, сюда на мост. И зафиксировать ремнем стяжным, чтобы потихонечку можно было двигаться, ну, чтобы мост так сильно не гулял влево-вправо, и ремень его все-таки будет держать зажатого, ни обо что не трется. И сейчас этой проволочкой алматинской я, ребята, закреплю ремень сюда. Да, какой прекрасный вид из-под машины, из-под колеса. Смотрите, какая природа. Шучу, друзья. Ой-ой-ой, надо вылезть отсюда как. О, вылез я из-под этого. Красавцы. Что, друзья, вот так вот потихонечку доехал до места дислокации, можно сказать. Ну, не доехал, уже езжаю в Кобрин на базу, потихоньку еду. Ловлю машину, потому что ось, видите, слева торчит, потом бывает справа торчит. Нету не отцентрована она, вот получается крутящий момент передается на задние колеса, а задние колеса, вот так если смотреть, они толкают кардан. И вот ты ловишь, получается, рулем, чтобы ось вот эта то влево не уходила, то вправо, то влево, то вправо, нужно подстраиваться под нее. Добрался до базы. Видите, обошлись без эвакуатора. Еду вот потихоньку со скоростью 20 км в час, видите. Ну, главное, что уже все. Спасение рядом. Спасение рядом, так скажем. Покажу в очередной раз наше предприятие. Вот оно с правой стороны, бежевым цветом, и вот желто-оранжевое такое же. Это все завод игрушек. Игрушечный завод, вернее завод игрушек, да. Крадусь, еще мне сделать нужно 2 поворота, умудриться повернуть, чтобы мост из-под машины не ушел. Ничего не произошло. 2 поворота сделать, ребята. 3. А, еще один на территории. Вот это вот будет сложно тоже. Очень сложно. Вот он, друзья, первый. Первый из 4. Так, все, нам красный. Подождем. Так, поехали. Я уже, друзья, прицеп откинул тут, чтобы нагрузка на ведущую ось меньше была. Сейчас другая наша машина подъедет, заберет. Я, к сожалению, этот момент не снял. Как-то из головы вылетело. Вот. Поворачиваем. Так, второй поворот. Надо немножко так плавно браться, чтобы на излом ничего не было.
машины, таксист едет. Там еще одна Audi. Пропустим всех. Audi, давай. Так оно вылазит, гуляет вообще конкретно. Чтобы вам ощущение, ребята, передать, я не знаю, это вот как на велосипеде, например, заднее колесо откручено, вот как-то вот такое вот чувство. Так, еще у нас два поворота. Один на территорию предприятия и второй там по территории. Так, друзья, почти добрались. О, видите, зеркало колесо как так. Птицы поют, вот беззаботные существа. Конечно, есть у них заботы во время смены года. Ну и чтобы какой-нибудь орел не съел. Хищник. Все, ребята, я на месте. Я добрался. Ехал у нас тут собрание в ремзоне. Не знаю, не вовремя чуть-чуть. Собрание началось. Я-то вовремя приехал. Так, сейчас наведу марафет в кабине и пойду объяснять причину ребятам, что тут да как, да что. Показывать все. Все, друзья, забираю вещи. Мой рейс окончен. Да, всем пока. Ну что, друзья, вот я и дома. Дома тоже работы непочатый край. Видите, все травой заросло. Сейчас будем вот это вот заросли, все эти цветочки убирать. Виноград уже начал виться, абрикос. Но абрикосы в этом году не будет, померзли абрикосы. Так, все, друзья, начинаю наводить порядок. Я уже не начал еще что-то делать, уже вспотел. Как увидел, сколько мне предстоит сделать. Позбивал я травку. Теперь нормально стало. Тоже слышали, в Беларуси закон ввели, если трава выше 20 сантиметров, все, там штраф. То вот недавно совсем вступит в силу, по-моему, 7 июня, что ли, такой закон, что нельзя, чтобы была трава выше выше 20 сантиметров. Все, покосил, надо сейчас пособирать будет здесь их, гребсти, потому что трава высокая была. Вот где триммером косил, то она уже, видите, ну, сверху валяется. Вот, а так все практически порядок. Немножко небольшие штрихи осталось внести. Как там у нас Барсик поживает? Барсик, как ты у нас поживаешь? Нормально? Нормально, видите, какой жизнерадостно довольный. О, тебя выпусти, сразу тут все потопчешь, все, что можно. Пух и прах разнесешь. Он любит путешествовать. У него, видите, глаз он такой наполовину с хаски смешан. У него один глаз серебристый такой, а один карий. Вот такой вот у нас Барсик. Молодец. Да, Барсик? Хороший ты? Хороший Барсик, хороший. Сейчас к нему в вольер зайдешь, как начнет скакать. Прыгать уже, гулять хочет, наверное. Вот, довольно. Да. Вот. Тут уже картошку начали окучивать. Картошка повсходила. Вот такая. Главное, чтобы ее колорадский жук не заточил. То у нас последние года что-то жуков, столько этих колорадских развелось. Просто кошмар какой-то. Вот такие дела, друзья. Мне еще тут делов и делов. Забор еще надо делать. Короче, дел не в проворот. Не знаю, когда я это все буду делать, но
потихонечку, не спеша, куда нам спешить. Так и жизнь пролетит, если постоянно куда-то торопиться. Все, у нас трава везде покошена, и у соседей, и у меня теперь. Красота. Музыка играет. Птички чирикают. Вот такие дела, друзья. Все. Мы дома. Начинается отдых. Все, до новых встреч в рейсе, ребят.